Перед вами один из самых больших контейнеровозов в мире – Эмма Маерск. Длина судна составляет 397 метров, а высота от киля до палубы 30. Из-за размеров для него закрыт Панамский канал. Этот плавучий остров приводится в движение самым мощным в мире дизельным двигателем – 14-цилиндровым гигантом рабочим объемом 25 480 литров и мощностью около 110 тысяч лошадиных сил. Его длина 27 метров, высота 13,5, а масса 2300 тонн. У наземной техники свои дизельные гиганты, пусть и гораздо скромнее. Среди тракторов широко известен BigBat 747, обладатель 16-цилиндрового двигателя мощностью 1100 лошадиных сил. Друзья, всем привет! Это 4-я серия цикла «Эволюция узлов и агрегатов техники», и сегодня мы говорим об истории создания дизельных двигателей. Дизельный двигатель в современном его понимании – это поршневой двигатель внутреннего сгорания, в котором топливо самовоспламеняется от контакта с сильно разогретым при сжатии воздухом. Этим он отличается от бензинового, где воспламенение топлива происходит от искры. Прежде чем погружаться в историю, рассмотрим принцип работы четырехтактного дизельного двигателя. В его цикле выделяют 4 такта – впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Во время впуска поршень движется от верхней мертвой точки ВМТ к нижней мертвой точке НМТ. При этом в цилиндре создается разрежение – вакуум, и под действием атмосферного давления через открывшийся впускной клапан в цилиндр поступает свежий воздух. Мертвыми точками называют крайние положения поршня. Верхняя мертвая точка максимально удалена от коленчатого вала, нижняя мертвая точка максимально приближена к нему. Независимо от ориентации двигателя, горизонтальной или вертикальной, эти положения определяются строго механически. Во время такта сжатия впускной клапан закрывается, и поршень начинает движение от нижней мертвой точки к верхней мертвой точке, сжимая воздух. При сжатии температура воздуха резко возрастает, давление в цилиндре увеличивается. В конце такта сжатия в камеру сгорания через форсунку впрыскивается топливо. Камера сгорания может иметь различную конструкцию в зависимости от конструктивных особенностей двигателя. Топливо при впрыске распыляется, нагревается, испаряется и самовоспламеняется из-за высокой температуры сжатого внутри цилиндра воздуха. Начинается рабочий ход. Расширяющиеся газы толкают поршень вниз, из верхней мертвой точки в нижнюю мертвую точку, передавая энергию коленчатому валу. После этого наступает такт выпуска. По инерции за счет маховика коленчатый вал продолжает движение и поднимает поршень вверх, из нижней мертвой точки в верхнюю мертвую точку. В это время открывается выпускной клапан, и отработанные газы удаляются из цилиндра. В верхней мертвой точке выпускной клапан закрывается, а впускной снова открывается, и начинается новый рабочий цикл. Четырехтактным дизельным двигателем оборудуются практически все грузовые и сельскохозяйственные машины, дорожная строительная техника, некоторые тепловозы и морские суда. А теперь перейдем к истории. Один из первых предшественников дизельного двигателя изобрел американский инженер-механик Джордж Брайтон. В 1890 году Брайтон запатентовал четырехтактный двигатель с системой Air Blast Injection. Эта система подразумевала под собой пневматический впрыск топлива. Метод заключался в том, что топливо впрыскивалось в цилиндр не только под давлением самого топлива, но и с помощью сильной струи сжатого воздуха. Сжатый воздух как бы выстреливал топливо в камеру сгорания, дробя его на мельчайшие капли. Это облегчало воспламенение и повышало эффективность сгорания. По сравнению с аналогами, двигатель Брайтона обладал лучшими показателями удельной мощности и экономичности. Однако у него были проблемы с созданием достаточного для запуска двигателя давления в камере сгорания, и это ограничило его распространение. Следующим в теме развития двигателей на тяжелом топливе следует упомянуть английского изобретателя по имени Герберт Экройд Стюарт. В том же самом 1890 году в сотрудничестве с Чарльзом Ричардом Бинни он запатентовал двигатель, который позже стал известен как двигатель с калильной головкой или нефтяной двигатель. Идея создания такого двигателя родилась в 1885 году, когда Экройд Стюарт случайно пролил парафиновое масло на расплавленное олово. Масло испарилось, и его пары, достигнув пламени парафиновой лампы, воспламенились.
Этот случай натолкнул изобретателя на мысль предварительно нагревать часть двигателя для воспламенения в нем топлива. Первые прототипы двигателя были построены в 1886 году. Принцип работы заключался в следующем. Специальную отдельную камеру сгорания, калильную головку, предварительно нагревали до высокой температуры. Воздух в цилиндр двигателя поступал, когда поршень находился в нижней мертвой точке. При движении к верхней мертвой точке воздух сжимался, попадая в калильную головку. В конце такта сжатия механический насос впрыскивал туда топливо. Оно испарялось, перемешивалось с воздухом и при контакте с раскаленными стенками головки воспламенялось. Расширяющиеся от сгорания газа толкали поршень вниз, совершая полезную работу. В конце такта отработанные газы через специальный канал выходили в атмосферу. Во время работы двигателя температура камеры сгорания поддерживалась за счет тепла от сгорания топлива. С 1891 года двигатели Экройда Стюарта производились в Англии компанией Richard Hornsby & Sons под названием «Нефтяные двигатели Хорнсби Экройда». С 1891 по 1905 год было выпущено более 32 тысяч таких двигателей. Они получили широкое распространение благодаря своей всеядности, способности работать на различных видах топлива, включая сырую нефть, мазут, керосин, растительное масло или даже криозот. Часто эти двигатели называют полудизельными из-за сходства принципа работы с двигателем дизеля. В обеих конструкциях используется непосредственный впрыск топлива и воспламенение при сжатии. Однако основное отличие полудизелей заключается в наличии калильной головки и более низкой степени сжатия от 4 к 1 до 8 к 1, тогда как у классических дизелей степень сжатия значительно выше от 15 к 1 до 25 к 1. Степень сжатия – это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Все в том же 1890 году еще один изобретатель представил расчеты и теоретическое обоснование собственной идеи двигателя. Это был немецкий инженер по имени Рудольф Дизель. Он основывался на теоретических принципах цикла Карно, описывающих модель идеальной тепловой машины. 28 февраля 1892 года Рудольф Дизель подал заявку в Берлинское патентное бюро, а 23 февраля 1893 года получил патент номер 67207 «Принцип работы и конструкция двигателей внутреннего сгорания». Данный патент описывал принципиально новый для своего времени тип четырехтактного двигателя с воспламенением топлива от сжатия. Однако путь от теории к работающему прототипу оказался непростым. Первый опытный двигатель был собран в июле 1893 года. В качестве топлива была выбрана угольная пыль, так как уголь был дешевым и распространенным топливом в Германии того времени. Однако идея не сработала, и Дизель попробовал запустить двигатель с использованием бензина. Эта попытка привела к взрыву установленного на двигателе манометра, но подтвердила, что самовоспламенение топлива от сжатого воздуха без предварительного прогрева камеры сгорания возможно. 17 февраля 1894 года начались испытания второго опытного образца, который проработал 1 минуту, сделав 88 оборотов. В качестве топлива использовался керосин, однако по-настоящему работоспособного двигателя все еще не было. Наконец, к началу 1897 года был построен действующий образец двигателя, названный «Дизель-мотор». Он был успешно испытан на заводе Maschinenfabrik Augsburg, будущий завод МАН. Двигатель был вертикальный, четырехтактный, одноцилиндровый, объемом 19,6 литра, мощностью 20 лошадиных сил и весом 5 тонн. Газораспределительный механизм имел верхний распределительный вал. Система охлаждения была жидкостная. Изначально топливом были керосин и растительные масла. Позже стали применять газоль и сырую нефть. Топливо подавалось методом пневматического впрыска, как у Джорджа Брайтона. По одним источникам Рудольф Дизель придумал его сам, независимо от предшественника, по другим он усовершенствовал уже имеющиеся решения. Двигатель отличался высокими для своего времени экономичностью и КПД 26,2%, но был слишком тяжелым и громоздким для своей мощности, что ограничивало его применение в мобильной технике. Однако именно он стал в итоге основой для дальнейшего развития дизельных двигателей. После получения патента и создания работающего прототипа Рудольф Дизель активно занялся продажей лицензий на свое изобретение.
С 1898 по 1902 год дизель продал 141 лицензию в 37 странах мира, что обеспечило ему целое состояние. Крупнейшей и самой выгодной сделкой стала продажа прав фирме Эммануила Нобеля в России. Дизельные двигатели стали применяться в промышленности, судостроении и железнодорожном транспорте. Они быстро стали востребованы во многих отраслях техники. Однако у самого Рудольфа Дизеля дела шли не так гладко. Он был отличным инженером, но не столь успешным предпринимателем. Из-за неудачных инвестиций и финансовых просчетов Дизель оказался в крупных долгах. К концу лета 1913 года его компания обанкротилась, а сам он оказался на грани разорения. К этому времени его изобретение доход уже не приносило, так как срок действия патента истек. Несмотря на то, что имя Рудольфа Дизеля стало символом новой эпохи в двигателестроении, в это же время шли и другие, не менее интересные эксперименты и разработки в области двигателей на тяжелом топливе. Рассмотрим некоторые из них. Значительный вклад в развитие дизельных двигателей внес русский инженер Густав Васильевич Тринклер. Будучи студентом 5-го курса Санкт-Петербургского технологического института, в 1898 году Тринклер разработал проект первого в мире нефтяного бескомпрессорного двигателя высокого давления, который впоследствии стал известен как Тринклер-мотор. Кроме отсутствия компрессора, двигатель Тринклера отличался от двигателя дизеля тем, что топливо впрыскивалось в специальную фор-камеру, где происходило смесеобразование и его предварительное воспламенение. Из фор-камеры через специальное сопло пламя выходило в цилиндр и поджигало оставшуюся часть топлива, где и происходило расширение рабочих газов. После окончания института Тринклер работал на Путиловском заводе, где начал испытания своего двигателя. Результаты оказались впечатляющими. Двигатель имел КПД 29% против 26% у двигателя дизеля. Однако в 1902 году под давлением нефтепромышленника Эммануила Нобеля, обладающего лицензией на двигатель дизеля, директор Путиловского завода потребовал прекратить работы над новым двигателем Тринклера. Изобретатель был вынужден уехать в Германию, где Тринклер-мотор в итоге и был запущен в производство. Не менее значимый вклад внес немецкий инженер и изобретатель Карл Хуго Гюльтнер. В 1899 году, работая в компании Allgemeine Gesellschaft für Dieselmotoren в Аусбурге, Гюльтнер спроектировал первый двухтактный дизельный двигатель рабочим объемом 5 литров. В феврале 1900 года этот двигатель впервые заработал самостоятельно. Однако из-за высокого расхода при фактической мощности 7 лошадиных сил он оказался неэффективным. Проект Гюльтнера был заброшен в 1901 году. Но несмотря на неудачу первого образца, исследования в области двухтактных дизельных двигателей были продолжены другими инженерами и компаниями. И в 1908 году компания MAN Nürnberg наладила выпуск одноцилиндровых двухтактных дизельных двигателей для судов. Яков Васильевич Мамин, русский механик и изобретатель, представил свой вариант дизельного двигателя в 1906 году. Мамин, как и Тринклер, использовал бескомпрессорный впрыск. Основным отличием от двигателя Тринклера было отсутствие фор-камеры. Топливо впрыскивалось непосредственно в цилиндр. Это упрощало конструкцию, повышало надежность эксплуатации и снижало стоимость производства. Параллельно с этим разработками двигателей занимался завод «Русский дизель» в Санкт-Петербурге. В 1898 году владелец завода Эммануил Нобель выкупил право использовать патент на двигатель дизеля в России. После серии доработок он наладил серийное производство двигателей на своем заводе. Оригинальный двигатель дизеля был рассчитан на керосин и другие относительно легкие фракции нефти. На заводе Нобеля конструкцию двигателя доработали так, чтобы он мог работать на дешевой и доступной сырой нефти, так как керосин в то время в России стоил дорого. Также в конструкцию двигателя был внедрен реверс коленчатого вала, что позволило использовать дизели на судах, где требуется быстрое изменение направления вращения двигателя, например, для маневрирования судна или движения задним ходом. Несмотря на различия в деталях конструкции, все эти двигатели, от Тринклера до Нобеля, объединяло общее стремление создать агрегаты, способные работать на дешевом, плохо очищенном топливе. Однако с совершенствованием топливных систем дальнейшее развитие получил именно двигатель Рудольфа Дизеля. В 1920-х годах Роберт Бош и его компания представили первый серийный топливный насос высокого давления.
Это позволило отказаться от громоздкого воздушного компрессора и открыло эру компактных дизелей. Но одновременно с этим потребовалось и стандартизированное топливо. К 1930 годам сформировались первые топливные стандарты. Примерно в это же время появился термин «дизельное топливо», которым стали обозначать жидкий нефтепродукт, получаемый из керосиново-газоилевых фракций прямой перегонки нефти. Согласно стандартам, дизельное топливо должно было иметь определенную вязкость, температуру вспышки, цетановое число и так далее. В 1924 году в Германии появился первый серийный грузовик с дизельным двигателем Mercedes-Benz 5K3, а в 1933 году первый дизельный серийный легковой автомобиль Mercedes-Benz 260D. В середине 40-х дизельные двигатели стали стандартом для грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, строительной техники, локомотивов и судов по всему миру. 1960-е и 1970-е годы можно описать как эру турбонаддува. Внедрение турбокомпрессоров позволило повысить мощность и КПД дизелей. Они стали доминировать в грузоперевозках и промышленности. В период с 1980 по 2000 активно внедрялись электронные системы управления двигателем. Появление систем Common Rail в 1997 году позволило точно дозировать топливо, снизить шум двигателя и вредные выбросы. В это же время стали внедряться жесткие экологические стандарты Евро-1, 2, 3 и так далее. Настоящее время можно описать как эпоху гибридизации и поиска альтернатив. Современные дизели, сочетая с электродвигателями, адаптируют их к работе на альтернативных видах топлива. Но несмотря на конкуренцию с полностью электрическими установками, дизели по-прежнему незаменимы в сельском хозяйстве, транспорте и промышленности. Сегодня дизельный двигатель все еще является неотъемлемой частью мировой энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивая работу самой разнообразной техники, от мини-тракторов до гигантских морских танкеров. Принцип его работы, основанный на самовоспламенении топлива, оказался настолько эффективным, что, претерпев множество изменений, продолжает использоваться до сих пор. Но называя Рудольфа Дизеля его разработчиком, важно не забывать вклад предшественников и параллельные разработки. Двигатель Брайтона с его системой пневматического впрыска топлива, двигатель Эйкреда Стюарда с калильной головкой, бескомпрессорные двигатели Тринклера и Мамина, двухтактный дизельный двигатель Гюльтнера, которые помогли сформировать дизельный двигатель таким, каким его знаем мы. Если видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. Всем счастья, радости, любви. Пока!